Ненецкая женщина. Табу и запреты. Жизнь на Ямале. Что можно и нельзя делать ненецкой женщине? Для женщин испокон веков существовали более жесткие правила, чем для мужчин. О равноправии заговорили лишь недавно, когда представительницы прекрасного пола смогли впервые отдавать свой голос, делать выбор в профессии наравне с мужчинами, строить карьеру и не только. У каждого народа своя история того, как женщины добивались права заговорить. Но нас интересуют коренные народы Севера и представительницы прекрасного пола в частности. Есть ли в ненецкой культуре свои ограничения и права, которыми располагает женщина? Запреты, взросление и сяммэй. С рождения все дети считались одинаково чистыми. Поведение девочек не отличалось от поведения мальчиков. Но как только девочка становилась девушкой, появлялись регулярные очищения, отношение к ней менялось. В первую очередь изменения касались социального и сакрального статуса девушки. Ведь в традиционном обществе основным предназначением женщины считалось продолжение рода. И ближе к 14-15 годам девочка переходила в следующую возрастную группу – перептя, или категория девушек. Исследователи официально не приводят никаких материалов, свидетельствовавших о специальных ритуальных обрядах такого перехода. Но с тех пор девушка считалась сакрально нечистой. Для такого периода даже существовал специальный термин «ся-мэйне-хеа». Именно с этого момента в чуме менялось пространство девушки. Символично оно перемещалось к двери. Ее мешок для обуви, поды, также переставлялся в переднюю часть чума, рядом с маминым. Теперь девушка начинала подвергаться ограничениям. Она должна была ходить осторожно, чтобы ни на что не наступить. Ей запрещалось есть и разделывать некоторые сорта рыбы в определенные дни. Она не могла кушать мясо оленей, посвященных богам Хехенди. Запрещалось также подходить к священной нарте. После взросления девушка училась самостоятельно проводить обряд сакрального очищения – Ниптрава. Ее манера общения со сверстниками кардинально менялась. Она переставала быть маленькой девочкой, а превращалась в невесту, в будущую хозяйку чума, продолжительницу рода. Родильный обряд и беременность. Традиционная культура ненецкого этноса буквально пронизана различного рода запретами, ограничениями и табу. Все они определяют поведение этого народа в быту, в хозяйственной деятельности, при проведении обрядов. В ненецком языке тоже существует слово, обозначающее табу. Есть даже несколько вариантов, близких по смыслу. Хывы, хебяха или хебяхад. Наиболее обширная категория, связанная с запретами, касается детородной функции женщины. Ведь продолжение рода в традиционных культурах считалось основным предназначением представительницы прекрасного пола. У ненцев есть даже специальный родильный обряд. А все потому, что раньше ненецкие семьи были немногочисленными. Это происходило в большинстве случаев из-за высокой детской смертности, особенно младенцев до года. И причинами тому не всегда было слабое здоровье малышей, скорее наоборот. Ненцы, как мы знаем, проживают в непростых климатических условиях. Суровые условия Крайнего Севера редко можно назвать удачными для маленьких детей. Их и взрослым-то переносить зачастую не так просто. Кроме того, существует и географическая особенность. Ведь оленеводы-кочевники проживают вдали от врачей и практически при полном отсутствии медикаментов. Общество всегда было заинтересовано в новых членах коллектива, поэтому статус женщины как матери ценился особенно. На свадьбах совершались обряды чадородия, то есть в женской нарте невесту сопровождал ребенок, а молодым желали побольше детей. Традиционный родильный обряд включал в себя собственные запреты и ограничения. Беременным женщинам приходилось соблюдать различные ограничения в разные периоды вынашивания. Например, до рождения ребенка женщине запрещалось посещать кладбища или быть на похоронах. Все, что было так или иначе связано с потусторонним миром, для беременной женщины было табу. Существовали и необычные запреты. Например, нельзя бить собаку, иначе ребенок может родиться волосатым. Это сегодня мы не видим ничего особенного в том, что малыш родился с растительностью на голове.
А раньше ненцы верили, что волосатость – признак жителей Нижнего мира, то есть великанов и мифических существ, обитавших под землей. Беременным женщинам запрещалось шить на себе одежду, чтобы не перейти в иной мир. Другими словами, ненку, которая вынашивала дитя, всеми возможными способами оберегали от потусторонних сил. В современном мире женщина получила больше свобод и прав, чем раньше. Если традиционное ненецкое общество придерживалось доминирования мужчин в социальной среде, то северяне, переселявшиеся в поселки и города, меняли свои представления о статусе женщины. Безусловно, ненки по-прежнему оставались хранительницами семейного очага и выполняли обязанности по дому. Но постепенно исчезала та ответственность, которая не отвечала современному городскому стилю жизни. Кроме того, ненки стали более самостоятельны перед семьей и работой. Исследователи не исключают, что женщина получила больше прав в связи с образованием. Даже проживающие в тундре ненки сегодня грамотные. Многие из них окончили среднюю школу. 2 постулата табу. Запреты в культуре ненцев основываются на 2 постулатах. Первый говорит о том, что женщина в семье мужа является чужеродкой. Ненцы верят, что от нее может исходить опасность для родовых божеств, оленей и даже орудий промысла. В таком случае новоиспеченную невесту максимально изолируют от этих предметов. Вторая категория куда более строгая. В нее включаются все женщины фертильного возраста, которых априори считают нечистыми. А аргументом для существования такой группы является менструация. Считается, что когда наступает этот период, женщина якобы таит в себе опасность для окружающих. Для обозначения нечистоты в ненецком языке даже есть специальное слово – сямэй. Согласно ненецко-русскому словарю, этот термин переводится как «менструация», а также «нечистый» и «поганый». Необычное соседство слов. Этим термином может называться не только сама ненка в определенные периоды жизни, но и ее вещи и все, что стало нечистым после нарушения правил. Например, если женщина перешагнула через аркан, то он тоже будет называться сямэй. Любая вещь, на которую наступила ненка, должна будет пройти особенный обряд очищения. Например, трижды пропуститься через дужку чайника или котла по ходу солнца. При этом важно сопровождать обряд особенными словами. Мужчины в качестве оберега от отрицательной энергии женщины могут носить кольцо. Нечистоты могут снимать с помощью ритуального очищения посредством смеси из кусочков бобровой шкурки и высушенной кишки оленя. Сейчас у любой девушки в сумочке можно найти смартфон, средства для макияжа и многое другое. Но ненецкая женщина в своей сумочке будет носить вещи для обряда – кусочек шкурки и высушенную кишку оленя. Ненки очень щепетильно относятся к обрядам и могут окурить углями тот предмет, через который нечаянно перешагнули. Легко себе представить, какое особенное отношение у ненцев ко всему, что так или иначе обозначается термином «сямэй». Так, например, если ребенок родился в пути, то нарты, на которых происходили роды, превращались в нечистые. Их больше не использовали, сжигали. Если роды происходили в чуме, то он автоматически становился непригодным для жилья. Чтобы вернуть ему этот статус, необходимо было провести обряд очищения. Согласно ненецкой традиции, так называемое осквернение передается не через прикосновение, а если источник сямэй окажется над оскверняемым предметом. То есть ничего страшного, если женщина коснется руками аркана, оленей упряжки или священного шеста сизмы. Но если она перешагнет через них, или наступит, или что еще хуже ляжет или сядет, пиши пропало. Распространяя такие нечистоты, женщина подвергает опасности здоровья, жизнь и удачу той семьи, где произошло осквернение. Чтобы лучше понять, какие есть поверья, давайте разберем ситуацию осквернения на конкретных предметах. Представьте, что ненка встала на аркан для ловли оленей. Таким образом, она лишит удачи этих животных. Если осквернены орудия рыбного промысла, будет плохо ловиться рыба. Если женщина переступит через мужские ноги, то мужчина может заболеть или потерять счастье, которое в первую очередь измеряется в оленях.
Запреты налагались не только на жен, чужеродок, но и на дочерей, сестер, которые не выходили замуж и жили с братьями, оставаясь в окружении членов семьи. Даже после того, как женщине исполнялось 50 лет, и она выполняла к этому времени свою основную гендерную роль, переходила из категории ся-мэй в няро, сакрально чистых, для нее по-прежнему сохранялись все ограничения. Причиной тому укоренившиеся установки. Жилищные запреты. В культуре ненецкого народа существуют особые правила, которые определяют поведение женщин. Запреты бывают двух категорий. Первые выполняются всеми ненками, а вторые – для женщин конкретного рода. Но если представительница второй категории выйдет замуж, то она перестает выполнять правила своего рода и начинает подчиняться тем, которые присутствуют в роду мужа. Есть ограничения, которые будут действовать для женщины всегда. Например, представительница прекрасного пола не может перешагнуть через орудия промысла и оленеводства, через оленью упряжь, аркан для ловли этих парнокопытных, а также через мужчин и детей, о чем уже говорилось выше. Интересно также, что если женщине на пути попадался след медведя, то ей необходимо было его снять, то есть при помощи чего-либо перенести отпечаток лапы со своего пути. Считается, что тундра – это мужская территория, где властвует сильный пол, а чум – женская. Внутри таких жилищ тоже существуют свои правила. Есть два строгих ограничения относительно пространства в чуме. Ненцы верят в существование невидимой линии, которую можно провести от очага через сизмы, священный шест, к священной нарте. Ненецкая женщина не может ее пересекать. Другими словами, ненка не может проходить в чуме за очагом. Также ей запрещено обходить вокруг чума снаружи. Если девушка осмелится нарушить правила, то ненцы верят, что это приведет к несчастью или болезни. У оскверненного человека или хозяина оскверненного предмета могут быть проблемы с удачей. Существовали табу на выражение определенных эмоций. Например, запрещалось громко смеяться вечером, плакать при разлуке с близкими и на похоронах. Если мужчина охотился, то в это время его супруге запрещалось обсуждать дичь и готовиться к ее разделыванию. Возможно, именно отсюда и пошла пословица «делить шкуру неубитого медведя». Считалось, что таким образом можно лишить ненца удачи или охотничьих способностей. Несмотря на многочисленные запреты, связанные с физиологией, достоинство ненецкой женщины ни в коем случае не унижалось. Табу были регуляторами социальной и гендерной организации, оберегали людей, защищали их от воздействия сакрального. Если задуматься, то в этих запретах в целом просматривается страх перед магическим могуществом женщин влиять на события и исход. Ненецкая женщина на Ямале убеждена, что от того, как она будет вести себя, насколько точно соблюдает регламентации, зависит жизнь, благополучие и судьба ее семьи. Именно эта ответственность мешала ненкам и раньше переступать законы, которые складывались веками.